Это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео поговорим о том, как социокультурная среда дрессирует тебя. На самом деле, я ничего не имею против этого, потому что каждый человек является продуктом своей среды, в которой он рождается, живет и умирает. Это есть закон, от которого никуда не деться, потому что человек не выбирает акт своего рождения в той или иной среде. Я лишь хочу поговорить о том, как социокультурная среда прививает тебе зависимости от соответствия неким ее стандартам, в кавычках. Начнем с гендерной любви. Так называемая гендерная любовь — это, возможно, один из самых вредоносных вирусов, которым человека заражают с самого детства. Все так называемое искусство посвящено теме любви, будь то бы человек без некоего одобрения своего поведения со стороны представителя противоположного пола изначально ничего из себя не представляет. То есть человек должен ощущать себя ущербным в случае, если его отвергают представители противоположного пола. И некоторые люди даже сводили счеты с жизнью по причине так называемой неразделенной любви. Вообще человеку навязывают ложную оценку. На самом деле человеку с детства навязывают ложную самооценку, с которой он себя идентифицирует в течение жизни. Он считает, что, например, на него не смотрят девушки, то есть вместо того, чтобы заниматься самореализацией, его представление о себе строится на идее важности того, как к нему относятся люди противоположного пола. Хотя я понимаю, что гендерные отношения строятся исключительно на репродуктивном мотиве, но не на какой-то сопливой любви, о которой писали обдолбанные классики. То есть через массовую культуру, элементом которой является так называемая литература, человеку прививается чувство собственной неполноценности. Человеку в его голову внедряется идея о какой-то гендерной любви, как о том, что имеет какую-то возвышенную природу, с которой человек должен себя идентифицировать. Но в итоге получается, что под воздействием массовой культуры человек оправдывает действие этого репродуктивного инстинкта. Он машинально объясняет следствие действия репродуктивной программы какой-то любовью или нелюбовью. И достаточно много случаев, когда люди из-за так называемой неразделенной любви сводили счеты с жизнью. И под создание у человека ложной самооценки создаются целые индустрии вроде того же самого массового искусства или психологии. Все эти индустрии уже только своим существованием предполагают то, что человек не может быть самодостаточным в психологическом смысле этого слова. Он должен нуждаться в ком-либо как в своей недостающей части, как будто бы он изначально неполноценен, хотя никакой человек не рождается с кем-то, он рождается один и умирает один. Но социокультурная среда программирует его внушением идеи о том, что только являясь частью чего-либо значимого, он становится полноценным. С точки зрения системы, человек всегда должен стать частью стада и никогда не прекращать быть этой частью. Потому что как только он при помощи своего мышления отделяется от этого стада, он становится опасен для других участников стада. Он становится своего рода белой вороной в нем. И его одиночество, как следствие его избирательности в отношениях с людьми, будет всегда вызывать подозрительность со стороны стада, потому что участники этого большинства всегда прячутся друг за другом, идентифицируя самих себя как части чего-то большого и сильного, но не как самостоятельные люди. Массовая культура — это культура большинства. То есть массовая культура — это культура большинства, потому что она предлагает нечто крайне упрощенное в качестве стандартов, к которым должен стремиться человек. Это не хорошо и не плохо, потому что кто-то в конечном счете должен это большинство составлять. Собственно, основополагающая идея, прививаемая массовой культурой, это идея зависимости, которую порождает
порождают элементы этой массовой культуры, такие как, допустим, художественная литература, фильмы и тому подобное. И эта идея базируется на основном принципе, заключающемся в отрыве явлений от их причинно-следственной связи. Люди путают свое представление о собственной нужности другим с тем, что они просто удобны для других. На самом деле люди путают свое представление о собственной нужности кому-то, с тем, что они удобны этим людям. И находясь в той или иной роли, допустим, в роли какого-нибудь незаменимого работника, человек тешит себя тем, что он кому-то нужен. Он путает то, как он воспринимает отношение к себе с мотивами, которые побуждают других быть в отношениях с ним. Например, другому человеку, может быть, просто нужны твои деньги, твоя покладистость, либо же какое-то твое другое качество, или материальный какой-либо фактор. То есть никто никому не нужен только за факт его существования. В тех или иных видах отношений ты выполняешь определенную роль в виде совокупности твоих качеств, но не потому, что ты просто существуешь. Никто никому не нужен просто за факт своего существования, так как другие люди руководствуются удобством твоих качеств для них, но не потому, что ты какой-то уникальный и неповторимый. То есть человек ориентируется на свою нужность другим людям, но не на то, что он существует в любом случае, и он идентифицирует себя в тех или иных отношениях с убежденностью в том, что он нужен другим людям как таковой, сам по себе, но не потому, что он просто удобен для других в силу неких выполняемых им функций по отношению к ним. И некоторые люди становятся заложниками своей роли в тех или иных видах отношений, потому что они ощущают себя в этой роли нужными. Найди опору в самом себе. И в конечном счете, если человек живет своей ролью по отношению к кому-либо, он рано или поздно разочаровывается, потому что никакие отношения не являются вечными. Поэтому, если человек не находит опору в самом себе, то он теряет себя после того, как заканчиваются те или иные отношения с другими людьми, в которые он вкладывал какой-то свой глубокий и значимый смысл для себя. И первое, что нужно сделать, это определить свои первичные мотивы в тех или иных отношениях. Например, почему ты цепляешься за отношения со своим половым партнером, или почему ты держишься за свою работу, на которую тебе не очень хочется идти. Я не говорю о том, что существует какое-то универсальное решение, а говорю о важности определения своих первичных мотивов. Например, человек может держаться за гендерные отношения со своим партнером и бояться их потерять. То есть нужно выяснить то, почему ты держишься за них, что ты пытаешься получить или чего ты пытаешься избежать. Если ты исходишь из программы, заключающейся в идее любви, встроенной в тебя социокультурной средой, то эта идея уводит тебя от понимания причинно-следственных связей между первичным мотивом и тем, что ты имеешь в виде своего расстройства, вызванного прекращением гендерных отношений. Всего хорошего, до свидания.